Всем привет! У нас прогноз на август для знака зодиака Козерог. Расклад у нас будет по всем сферам жизни, и мы коснемся работы, бизнеса, карьеры, финансов, личных отношений. Также мы посмотрим советы или предупреждения от Таро и сюрприз, неожиданность и Ленорман. Что ожидает Козерогов? Первая половина августа с 1 по 15. Что у вас будет происходить в начале августа? Ваш настрой, ваши ожидания. Так, сейчас чуть-чуть лампу. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что будет происходить у вас? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? И совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас колесо фортуны. Вообще основное значение этой карты — это удача. Это какой-то хороший шанс полностью поменять свою жизнь. Да, колесо фортуны может говорить о том, что если какие-то дела у вас зависли или были, может быть, в каких-то вопросах трудности, то в конце вот этих 15 дней вот это колесо закрутится. То есть это улучшение текущей ситуации. Но здесь может касаться и финансов, то есть улучшения финансового положения, потому что вот здесь у вас пятерка. Это может быть помощь от кого-то или, не знаю, были без работы, найдете работу, займете хорошее положение. Также это может быть улучшение, какие-то документы получите, те, которые вы ждали. Вот у вас в начале августа ложится справедливость. Может быть, у кого-то какие-то сделки, покупка-продажа недвижимости, ипотека. Судебные дела, может быть, наследство, ну или какая-то дележка, то карта говорит, вопрос решится в вашу пользу. Еще колесо может быть о внезапной поездке. Мы еще вернемся к этой карте. Да, давайте посмотрим сюрприз, неожиданность. Козероги, первая половина августа. Что нам скажет Ленорман? Ой, какие карты у вас потрясающие. Да, ну вот у нас колесо фортуны, клевер, да, вот в конце 15 дней что-то у вас очень удачно разрешится. Ну тут лилия, может быть, это повышение вашего авторитета, продвижение по карьере, потому что здесь у вас повешенный. Также это лилия, это может быть что-то связано с пожилыми людьми. Может быть, реально вы получите наследство, да, решится вот этот судебный процесс. Здесь может касаться, конечно, и отношений. Да, ладно, не буду запрыгивать, давайте начнем сначала. В начале августа у вас ложится старший аркан справедливость. Если карта показывает ваш настрой, ваши ожидания, то это ожидание того, чтобы все происходило по справедливости, по правилам. Это может быть поиск свободы, независимости от кого-то, от чего-то. Конечно, если как событие, это может быть какие-то юридические консультации, судебные дела, может быть подписание важных документов. Необходимо что-то разрешить. Также это может быть обретение согласия в семье, заключение каких-то административных договоров. Может быть, у кого-то здесь решается вопрос с назначением вас. Или, знаете, здесь подвешенное состояние, может быть, у кого-то в работе какие-то проверки, то, что не дает вам работать. Или
сложное положение, может быть, вы для своего бизнеса набрали кредитов и теперь не знаете, как вам выпутаться. Вот сложное положение в финансах. У кого-то, может быть, повешенный говорит о потере работы, но колесо фортуны может говорить, что Бог не делает все к лучшему. Одну работу потеряете, можете найти лучше. Но еще справедливость — это заключение брака. У кого-то здесь мужчина принимает решение, берет ответственность на себя. У кого-то может быть развод. Но также это может быть получение каких-то важных для вас документов. Но это что-то официальное. Для тех, кто в отношениях или в браке, ложится император. Да, здесь карта может говорить, что мужчина готов брать ответственность на себя за ваши отношения. Может быть, это заключение брака, да, предложение руки и сердца. Также это может быть, когда на мужчину в отношениях накладывается роль отца. Может быть, у кого-то здесь рождение малыша. Да. Но еще император может показывать, что у вас очень стабильные, прочные отношения. И может быть решение по поводу ваших детей. Может быть, сейчас рассматриваете, куда отправлять детей учиться. Но здесь больше решение идет от мужчины. Ну, давайте мы уточним одну карту. Потому что у кого-то могут быть... Да. Вот у вас Солнце повторяется. Ну, здесь или вступление в брак, или рождение детей. Или, может быть, решение каких-то домашних вопросов, вот у кого-то судебных. То есть это внести ясность в какой-то вопрос. Закончить что-то. Но по колесу фортуны, скорее всего, решение будет в вашу пользу. Также, может быть, это обретение своего жилья, заключение сделки, покупка-продажа, потому что здесь ложится десятка. Кто-то, может быть, получает или вводится уже в наследство. То есть Солнце вносит ясность в любую проблему, которая была, или в любой вопрос. И по лилиям вы обретаете гармонию. В вашу жизнь, в ваши отношения, в вашу любовь приходит покой. Ну, опять же, здесь удачный шанс, может быть, по колесу фортуны решается какой-то вопрос, который, может быть, долго тянулся. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, да, 8 жезлов может говорить, что вы в эти 15 дней влюбитесь. Это может произойти где-то в дороге, может быть, в отпуск поедете или в командировку, например. Также это общение через интернет, через коммуникации. Ну, вообще 8 говорит, что вас пронзят стрелы Амура. Да, в совет ложится десятка пентаклей. Это смена статуса. То есть вы были холостой, холостая, становитесь в отношениях. Ну, давайте вам одну карту уточним. Здесь вот эти карты говорят. Да, Солнце — это обретение счастья. Но еще эти карты могут говорить, что по лилиям это очень хороший секс будет. То есть вам партнер или партнерша будут очень подходить. 8 жезлов — это тоже может быть о сексе. Тут смерть может говорить, что ваша жизнь меняется. Уходит период одиночества. То есть это период трансформации. Но еще здесь может быть, вот говорю, какая-то перемена места жительства. Может быть, кто-то поедет, не знаю, на заработки, кто-то будет переезжать. Переедете в другой район, в другой город, может быть, в другую страну. И там можете познакомиться. Кто-то получает известие о том, что наконец-то решается вопрос, если вы были, например, в разводе и затянулся процесс оформления документов, может быть, была дележка имущества, то вот эти 15 дней этот вопрос наконец-то решится. Вы получите судебное решение, вы будете свободным человеком, ну, может быть, отсудите то, на что вы претендуете по праву, там, может быть, собственность, финансы, недвижимость. Да, я здесь больше склоняюсь к получению наконец-то известий, которые вас очень приятно удивят, что это произойдет намного быстрее, чем вы ожидали. Так, сейчас еще уточню. Ух ты, 2. Да, скорее всего, здесь у вас еще решается вопрос с прошлыми отношениями. Да, может быть, была борьба. Борьба была, наверное, за собственность. Колесница говорит о продвижении. Это как 8 жезлов. Да, тут решается вопрос, скорее всего, еще с прошлыми отношениями или браком.
Но опять же, колесница может говорить или вырваться из любовного треугольника, или познакомиться. То есть вы уходите от какой-то борьбы, от решения вопросов вот с судебными делами, с наследством, и знакомитесь. Да, вот колесница — это в вашу жизнь приходит новая любовь. Но прежде чем она к вам придет, вам нужно вот вырваться как бы с боем из чего-то старого. По смерти это что-то вам уже больше не нужно. Хорошо, для тех, кто работает, у кого бизнес, ну, старший аркан повешенный, да, какая-то сложная ситуация, тут нет движения. Кто-то реально может потерять работу в эти 15 дней. Ну, вот я говорю, может быть, даже к лучшему. Потому что десятка пентаклей может говорить о нахождении работы в какой-то очень крупной компании. Это может быть частный бизнес, это может быть семейный бизнес организовать. Потому что вот эти карты говорят о росте вашей репутации по карьере, удачный шанс. То есть, может быть, вы работали, но не могли там себя показать как специалист. А здесь вы найдете работу, где вы раскроетесь на этом поприще, да, покажете все свои таланты, опыт, все, что вы умеете. Но также это может быть еще какая-то крупная государственная структура. Давайте мы уточним. Потому что все-таки повешенный и пятерка пентаклей могут говорить или о потере работы, или о сложном финансовом положении, ну, может быть, в вашем бизнесе. Давайте уточним. Здесь или уход с работы, или карта говорит о закрытии бизнеса. А вот восьмерка — это разочарование в работе, это потеря работы, но еще это может быть, когда вот наш бизнес зашел в тупик. То есть нет развития. Тут или надо вернуться к истоку, попытаться все исправить, или карта говорит, отказывайтесь вот от этого проекта, от этого бизнеса. Потому что, скорее всего, сейчас нет и финансового удовлетворения, но и эмоционального нет. Вы не получаете тот результат, на который рассчитывали. И карта говорит, оставляйте все эти планы, ставьте новые задачи. И по колесу фортуны подвернется какой-то удачный шанс. Тут еще, знаете, по линиям это может быть чье-то покровительство. Да, это может быть помощь от семьи, от пожилого поколения. Или это какой-то властный человек, который вот, по клеверу даст вам удачу. Да, может быть, будет сложно, но это поначалу. Десятка говорит, что большой объем. Это еще страх не справиться, когда у нас мало опыта, знаний. Но колесо фортуны всегда дает шанс на перемену к лучшему. Тут, кстати, эта удача ждет и тех, кто в поиске работы. Король Пентаклей, конечно, это ваша карта, но еще она показывает человека, который занимает очень стабильное, надежное положение. Здесь может быть занятие какой-то хорошей должности. Это может быть что-то связано с финансами, недвижимость, крупное сельское хозяйство. Но также эта карта может показывать хороший бизнес. Здесь может быть, конечно, и семейный, или тут вот все-таки пойдет помощь от семьи для того, чтобы вы могли что-то начать. Но здесь карта говорит, если вы тут начинаете какой-то проект, бизнес, может быть, что-то связано с творчеством по Солнцу, да, это здорово. Но здесь самое главное, не рискуйте. Карта говорит, постарайтесь сохранить уже то, что у вас есть. Потому что когда растут наши доходы, но растет еще наша ответственность. Также эта карта может показывать не вас, а какого-то человека, вот по лилиям, какой-то спонсор, который вам поможет. Но здесь вот как бы две карты. Да, это ваша масть. Королева жезлов и король. Может быть, для кого-то это родители. Вот пятерка говорит о тяжелом финансовом положении, но, как правило, она говорит, есть кто-то, кто может вам помочь. И, скорее всего, вам помогут. Ну, то есть, здесь у всех по-разному. У кого-то это может быть какие-то спонсоры, которые в вас вложатся. Вот заключить контракт, заключить договор. Но здесь карта говорит, взвесьте свои возможности, если вы сами что-то начинаете. И если понимаете, что не хватает, значит, надо кого-то попросить. И помощь эту вы получите. Королева жезлов может говорить, или вам нужно будет самим принимать какие-то решения,
брать на себя ответственность и действовать. И по королеве жезлов вы справитесь. Да, потому что это лидер, она может не только решить любой вопрос, но еще может повести за собой людей, как бы организовать. Ну или карта показывает какую-то женщину, которая для вас важна будет в конце этих 15 дней. Это может быть администратор, руководитель, начальница. Может быть, это женщина, которая работает на себя, например, бизнес-вумен. Может быть, также это ваша подруга или родственница. Да, ну давайте мы уточним королеву жезлов. Для женщин бывает, что это соперница, но сила, да. Вот королева жезлов у нас это тоже знак льва. И сила это тоже знак льва. Тут или вам, я говорю, нужно проявлять активность. И карта говорит, что вы будете полны энергии, сил. Но вы еще будете уверены в том, что вас ждет удача. Вот это колесо фортуны. Или здесь помощь от женщины, или знак зодиака лев, или, как я сказала, может быть, это какая-то бизнес-вумен. Да, для мужчин это может быть знакомство, это страсть, это желание. Потому что все-таки у нас совет или в предупреждении, но я думаю, что это совет, ложится десятка пентаклей. Конечно, карта в первую очередь говорит обратить внимание на свою семью. Если кто-то из членов семьи будет нуждаться в заботе, в поддержке, поддержите, но и вы можете ее получить. Да, и еще карта говорит, что если вы тут судились, например, по поводу наследства, то вопрос решится в вашу пользу. Хорошо, давайте еще посмотрим для вас совет от Веканского оракула. Козероги, первая половина августа. Так, совет для Козерогов. Это карта «Малый народец», она у вас прямая сейчас. Рядом с вами есть те, кто с радостью готов подключиться к вашей работе и предоставить вам необходимую помощь в проекте, который также дорог их сердцу. Оглянитесь вокруг, озвучьте, какая поддержка может быть вам нужна, и с благодарностью принимайте предложенную помощь. Еще у нас совет от оракула «Магические врата», Козероги, первая половина августа. Смотри вглубь, глубоко внутри меня величественное сияние. Да, давайте я вам зачитаю. Мир не всегда таков, каким кажется. Смотрите вглубь жизненных ситуаций и отношений. Возможно, то, что кажется закрытым, на самом деле готово сию минуту открыться. Если заглянуть под поверхность, то там можно обнаружить скрытые бриллианты истины, света и богатства. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.